Здравствуйте! Учим русский язык по книгам. Вы можете включить субтитры на английском языке. Маленькое красное перо. Жил-был однажды человек со своей женой. Они были очень бедные и всегда голодные. Человек часто ходил в лес, но он был плохой охотник и иногда приносил только маленькую птичку. Однажды он пошел в лес снова, но это был очень плохой для него день. Он не нашел даже птички. Он устал и опечалился. Он сел отдохнуть под деревом. Потом он услышал приятную птичью песнь. Он взглянул вверх и увидел птичку, крылья которой были красные. Птичка сказала: «Я вижу, что ты беден и голоден. Я хочу помочь тебе. Я дам тебе одно из моих перьев. Возьми его домой и свари его. У тебя получится хороший обед. Приходи завтра, и я дам тебе еще одно перо». Он поблагодарил птицу и пошел домой. Он положил перо в горшок и все рассказал своей жене. «Глупый, как может перо стать пищей? Ты должен поймать птицу и убить ее. Тогда мы можем сварить и съесть ее». Каждый день он приходил в лес, и каждый день птичка давала ему красное перо, и он готовил обед для себя и жены. Но жена была жадная. Каждый день она говорила человеку: «Нам не надо одно красное перо, нам нужна птица. Тогда мы могли бы готовить 2, 3 или 4 пера каждый день, и у нас было бы столько еды, сколько хотим». «Но птичка мой друг, я не убью ее», — сказал мужчина. Однажды женщина последовала за мужем в лес, но он не видел ее. Женщина услышала сладкое пение красной птички. Она взяла камень и убила ее. Птица упала с дерева. Мужчина очень огорчился, но жена сказала: «Теперь у нас будет много еды каждый день». Они пришли домой. Дома женщина выдернула одно красное перо птицы и положила его в горячую воду. Она варила и варила его, но перо оставалось пером. С этого дня они снова были всегда голодные. Повторим новые слова. Женщина, 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 мужчина, 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 охотник, 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 камень, 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 перо, 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 птичка, 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 лес, 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 дерево, 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 дом, 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 еда, еда. еда. Послушайте сказку еще раз. Маленькое красное перо.
Жил-был однажды человек со своей женой. Они были очень бедные и всегда голодные. Человек часто ходил в лес, но он был плохой охотник и иногда приносил только маленькую птичку. Однажды он пошел в лес снова, но это был очень плохой для него день. Он не нашел даже птички. Он устал и опечалился. Он сел отдохнуть под деревом. Потом он услышал приятную птичью песнь. Он взглянул вверх и увидел птичку, крылья которой были красные. Птичка сказала: «Я вижу, что ты беден и голоден. Я хочу помочь тебе. Я дам тебе одно из моих перьев. Возьми его домой и свари его. У тебя получится хороший обед. Приходи завтра, и я дам тебе еще одно перо». Он поблагодарил птицу и пошел домой. Он положил перо в горшок и все рассказал своей жене. «Глупый, как может перо стать пищей? Ты должен поймать птицу и убить ее. Тогда мы можем сварить и съесть ее». Каждый день он приходил в лес, и каждый день птичка давала ему красное перо, и он готовил обед для себя и жены. Но жена была жадная. Каждый день она говорила человеку: «Нам не надо одно красное перо, нам нужна птица. Тогда мы могли бы готовить 2, 3 или 4 пера каждый день, и у нас было бы столько еды, сколько хотим». «Но птичка мой друг, я не убью ее», — сказал мужчина. Однажды женщина последовала за мужем в лес, но он не видел ее. Женщина услышала сладкое пение красной птички. Она взяла камень и убила ее. Птица упала с дерева. Мужчина очень огорчился, но жена сказала: «Теперь у нас будет много еды каждый день». Они пришли домой. Дома женщина выдернула одно красное перо птицы и положила его в горячую воду. Она варила и варила его, но перо оставалось пером. С этого дня они снова были всегда голодны.